О, полив пошел. Надеюсь, камеру не зальет. Все нормально. Ну вы поняли, ребята, начинается новый выпуск про микрозелень, лайфхаки в микрозелени. Будет интересно, поделюсь с вами нюансиками на ферме, как маленькие моментики могут влиять на большие результаты. Вы лучшие, погнали, смотрим. Лайфхак по поводу горошка, ребята, чтобы не отмерять каждый раз 90-100 грамм мокрого, мы используем такую чашечку, в нее положили прокладочку, потому что она большая, в нее 120 грамм вылазит, а 90 четко. И полную чашечку чук-чук-чук-чук-чук раскидываете себе красивенько. И важный момент, ребята, вот такие зеленые горошины надо выбирать и выбрасывать, потому что они не прорастают. Их по-разному, бывает даже с одной партии в одном мешке их немножко больше, в другом мешке их немножко меньше. Как бы это не страшно. Вот видите, какие они не прорастут, они подгниют. На противня используем посев менее густой, так как на противнях в середине, если горох вырастает густо, деться ему некуда. Ну, поняли расклад. А с бокса, когда в боксе густо, он может вправо, влево разойтись в разные стороны, ему проще. Тут в боксе посев на процентов где-то 15-20 плотнее, чем в противнях. Поняли, да, ребята, о чем я? Тут плотно вот растет, и тут не густой посев у нас. И этим горошинам, вот, которые здесь, они не могут никуда деться. То есть очень плотно. Все норм. Все норм. Все растет как надо. Это радует. Меня 2 недели тут не было, и ребята стараются, молодцы, все четенько, все беленько, все красивенько. Ну, тут рвут немножко, потому что руками поднимают, когда моют. Ну, это не страшно. То есть мелочи жизни вообще. Горох растет. На такой стадии вот открываем на свет. Ну, край на такой. Тут немножко поспешили, ребята, но в принципе нормально. Раньше нельзя, ребята. У многих вот ошибка еще такая есть, что спешат открыть на свет. Типа, все проросло, все открываем. Вот это еще рано открывать на свет, ребята. Можно, но рано. Где-то какой-то корешок еще не уцепился и начнет подсыхать. Ну, тут, понимаете, бывает даже на такой стадии ребята открывают. Я говорю, не, ну, это слишком, не надо так спешить. То есть поняли расклад. Вот хороший момент открытия на свет. Вот тут хороший момент открытия на свет. Здесь хороший. Тут, ну, в притирочку, ну, немножко рановато. Вот здесь как бы нормально еще по краям рановато. Видите, они еще не до конца. Кто-то зацепился, кто-то еще не зацепился. То есть тут могут быть потери. Видите, они входят прям корнем в ткань, но кто-то еще не вошел как надо. Вот этот, видите, не вошел как надо. Вот он может. И поэтому что я сделаю? Я его накрою пока что на 1 день буквально. По горошку, ребята, его проращиваем в прохладе. То есть не несем в теплую комнату. Видите, я его под стеллажи ставлю. Здесь у нас на ферме температура выше 20 не повышается. Потому что горошку, если долбануть температуру, к примеру, вот я заметил, после 23-24, когда вот в таком жаре его проращивать, он просто сгорать начинает. Потому что он сам себя еще нагревает. Вот каждая стопочка, я щупаю, она теплая. Но когда 23 у вас в помещении, 24, и вы выращиваете горох, он может перегореть, особенно в середине, прям запах такой кислый. И без прижима горох прорастает себе, не надо ему никакой прижим. Можно прижим, я не спорю. Но это, мне кажется, лишнее движение. Вот без прижима рос, типа, особо ничем не отличается. Гороха, в принципе, много. Покажу вам. Вот, то, что я говорил про зеленые. Видите, зеленая одна, ее не выбрали, и она не проросла. Все остальные проросли, а она не проросла, зеленая. Вот у нас пробы горошка. Видите, мы все подписываем. Сорта там разные, Мадонна, какой-то еще сорт. Вот, 3 разных сорта гороха. Стоит на тесте. Ну, в принципе, растет неплохо. Да, нижние прорастают быстрее, потому что не так быстро с них влага выходит, видите? Ставить будем на свет. И если горох усатый, ребята, по нему уже видно, когда вот он прорастает, видите? Уже маленькие усы образуются. Ну, вот 4 дня прорастает. 16 числа его поставили, сегодня 20-е. Вот 4 дня горох пророс. Такой вот он через 4 дня. И сегодня, в принципе, можно его ставить на свет. Ну или завтра. То есть такой вот
4-5 дней прорастает. Это при температуре. Тут у нас 17-18 градусов, мы сильно не кочегарим. Мои ребята сегодня выставляли на свет. Вот идеально для света. Вот. Ну, в принципе, поняли расклад. Солнышко так светит красиво. Полетел на свет горох. Сразу его желательно пролить сверху, чтобы он пропитался, потому что на стадии прорастания коврик может хорошо высохнуть. И потом, когда вы его ставите на воду, и вода снизу течет, и знаете, как салфетка сухая, по ней может вода просто стекать, знаете, и намокает салфеткой из-за поверхностного натяжения. И тут такой прикол может быть. Но вроде бы вода течет, тряпочка эта сухая под ложкой, она не впитывает воду. А когда она всегда влажная, она быстренько впитывает воду. Есть такой эффект, особенно у льняных ковриков. Будьте внимательны, когда вы вставляете их после прорастания, если они слегка подсохли, промочите их, а потом уже систему автополива включайте. Тогда уже точно промочит его на верочку. Ну и проверяйте всегда, смотрите корешки. Белые корешки — это показатель того, что все хорошо. Я сразу прихожу и начинаю смотреть корни. Такой, опа, по корням пробегают. Вот плохие корни попались. Видите, что-то случилось? Ага, вот тут горошина снизу. Тоже могло сыграть. Бокс был поднят. Вода когда-то под него не подтекала, подсохла в какой-то момент. Поняли? А потом то, что подсохло, пошла вода, подгнила. Или, допустим, зеленая горошина была там в середине, и она отравляла жизнь другим. Рядом стоит бокс, один и тот же сорт. Хорошие корни, ну не будем рвать их, ну вы поняли, вон. И рядом такой же сорт, все, вот рядом идентичный, чуть-чуть хреновенький. Но под ним была горошина, вот тут лежала, вы видели, я достал ее. Тоже могло это сыграть. Но это не страшно, он все равно вырастет, горох довольно-таки крепкий и пойдет на срез. К примеру, вот еще рядом тот же сорт, тут корни тоже хорошие. То есть вы поняли, ребята, и тут хорошие. Важный момент, лайфхак по прижиму. 3 вида прижима мы используем, не просто вот прижать и все. Рассказываю. Самый тяжелый прижим на подсолнух. Вот максимально полный мы заливаем. Поняли? И у нас прорастает подсолнух. Сейчас я вам скажу вес какой. Так, это у нас 1,2 кг. Потом следующий вес, ребята, под редиску. Под редиску средний вес. Вот на редиску уже 1,2 кг многовато. Вот она редиска. На редиску вот такой вес, отлично. В этом камне у нас 900. То есть под редиску чуть полегче, от 500 до 900 грамм. И самый легенький вес, ребят, под капусту уже, вот она капуста, мы ложим вот такой легенький вес. Уже девчата подбирают мои. Или вот набираем половину, тут 600 грамм, ну полбокса. Поняли, легкий вес. Вот сейчас весим. Так, и под капусту, ребята, 400 грамм. Ну вот, грубо говоря, написал задание нашим строителям. Прижимные камни, 400-500 грамм это капусты. Тоже рукколы можно в этот разряд засунуть. 800-900 это все редиски. 1,2, 1,4 это подсолнухи. У кинзы в основном прижим, как у редиски, это вот стандартный размер 800-900 грамм. То, что я ребятам говорю, от полукилограмма до килограмма прижим должен быть. И вот у кинзы, как у редиски, такой же самый. Прорастает. Сегодня ребята ее будут ставить на свет, сегодня-завтра. Видите, долго растет. Это кинза за 12 число. Сегодня 20. 8 дней она только вот проросла. Кстати, любит кокос, не любит ткани. Подавай ей только кокос. Большинство людей так делает точно. Сейчас мы вам покажем лайфхак, как сделать, чтобы было не так, а было вот так вот ровненько и четко. Погнали. Мокрые коврики не отжимая укладываем друг на друга. Прям мокрые-мокрые, не отжимая. А вот и Валентина последний, да? Да. И потом вот так вот их конкретно сжали. И получились одинаковые четкие льняные коврики. Это лучше, чем отжимать каждый отдельно, пытаться его тут разровнять руками. Коврик. Самый главный, ребята, лайфхак. Все начинается с семени. Реально в микрозелени все самое главное это хорошие семена. Заказать хорошие семена вы знаете где, в магазине Зеленый Шеф. Вот здесь сейчас появится ссылочка. Заходите, покупайте. Мы проверяем каждую партию семян, то есть каждую не партию, даже каждый мешок. Мешка берем пробу, потому что бывает фермер присылает нам там 10 мешков и 9 мешков хороший, а один так себе. Поэтому мы поняли, надо с нашими СНГшными ребятами брать с каждого мешка пробу. Тогда будет действительно гарантированный результат.
И напишите, пожалуйста, свои лайфхаки по микрозелени в комментариях под этим видео, потому что одна голова хорошо, а тысячи, миллионы ваших голов еще лучше. Может быть, как-то вы делаете какой-то нюанс такой, вам кажется, что никто так не делает, или вообще микро какие-то моменты, вот как, к примеру, момент с отжатием в льняных ковриках, ну, вроде бы маленький момент, но коврики реально отжимаются ровненькими, и легче сеять семена, лучше прорастают они, нету пустых зон, коврик полностью распределяется, вжимается. Такая маленькая мелочь, но очень влияет на результат. Поделитесь своими в комментариях лайфхаками, это очень важно. Рад был вам провести этот выпуск, будут еще выпуски, что вы хотели, какие нюансы, чтобы я разобрал более подробно, потому что ферма большая. Могу подробно в какую-то культуру углубиться или еще куда-то. В общем, вы лучшая микрозелень, вперед, зеленый шеф. С вами пока-пока.